Приветствую вас, с вами я, Анатолий, вы смотрите канал The Beggar Guardsman, и сегодня у нас необычайный анбокс-обзор одной из настольных игр, сделанной по величайшей компьютерной сэндбокс игре Minecraft. И я, как человек с довольно-таки обширными интересами, решил и на своем канале запилить обзор данной настолочки. И перед тем, как начать закидывать меня гнилыми помидорами и писать в комментариях, что, мол, фу, Guardsman, ты скатился, начал пилить контент не праваху, я вам все-таки напомню, что мой канал посвящен не только варгеймам, но и вообще настольным играм. И одно из моих популярнейших видео на канале — это обзор настолки по Jumanji. Кстати, кто еще до сих пор не видел данный обзор, то предлагаю перейти по ссылочке вверху экрана и посмотреть данный обзор. Очень таки интересная настолочка. Возвращаясь обратно к гвоздю сегодняшней программы, могу лишь только просить вас не выключать этот ролик и досмотреть анбокс до конца. Ведь в конце я сделаю выводы по поводу того, стоит ли тратить деньги на данную игру или не стоит. И стоит ли ее покупать тем, кто никогда в жизни не играл в Майнкрафт и не знает, что это и о чем это. Так что хорош болтать и погнали! Первым делом рассмотрим саму коробку. Она уже без пленочки, поскольку она была снята немного ранее, но это делу не помешает. Спереди мы видим весьма известный официальный арт по Майнкрафту. Сбоку имеется 3 пиктограммы. Первая указывает возраст игроков от 10 и до 99 лет. Ну, видать, с юморцой немного разрабы. Вторая пиктограмма обозначает количество игроков от 2 до 4. И третья — время игровой партии от 30 до 60 минут. И тут я могу сказать на личном опыте, что это чистейшая правда. Покатав игру 5-6 партий, я понял, что в среднем партия длится от 45 минут до часа, если играть продуманно и стратегично. А еще чистейшей правдой является тот факт, что если вы сейчас подпишетесь на мой канал и поставите лайк и напишите комментарий, то я сделаю следующий ролик с детальным обзором геймплея и правил данной настолки. Переворачиваем коробку и видим, как выглядит игровое поле в ходе игры. Слева столбик с кратким описанием игры. В локализации присутствует русский язык, что, естественно, лучше, чем его полное отсутствие. Но, увы, других языков не завезли. Я имею в виду украинский и белорусский. Также внизу повторяются пиктограммы с лицевой стороны коробки. А еще присутствуют пиктограммы, объясняющие, какие преимущества у этой игры и почему стоит в нее поиграть. Там же внизу мы видим, что данная игра является официальным продуктом студии Mojang, и что автором идеи данной настолки является некий Ульрих Блум. Ну и что эта игра произведена в Чехии. Давайте же откроем ее и глянем, что внутри. Поднимаем крышку, и, как видите, это обычный картон, даже не ламинированный изнутри. Что несколько таки удивляет, ведь это официальный продукт. Ну да ладно, посмотрим, что там дальше. Следующим нас встречает большой zip-пакет с кубиками, они же блоки материалов. При ближайшем рассмотрении видно, что блоки сделаны из дерева и покрашены, после чего, скорее всего, лакированы. На ощупь очень гладенькие и приятные, а также увесистые. Далее мы видим 6 zip-пакетиков, в которые, судя по всему, авторы хотели, чтобы мы складывали токены и карточки. В одном из пакетиков находятся подставочки для фишек игроков. Их 4 на максимальное количество игроков. Под низом лежит книжечка с правилами игры. Бумага весьма плотная и глянцевая, что не может не радовать. И как видите, книжечка хоть и толстая, но правил там не так чтобы много. Просто они на разных языках, в том числе и на русском. Правила не очень детальные, но объясняют все основные механики. К многим моментам, по моему личному опыту, придется доходить по ходу игры. Более детальный обзор самих правил и моих выводов ждите в одном из следующих роликов. А далее у нас лежат картонные трои с токенами и карточками, которые нужно выдавливать. Но о них чуть попозже. Сейчас рассмотрим поля игроков. Их тоже 4 по максимальному количеству игроков. Карточки полей сделаны из плотной бумаги, из-за чего, как по мне, они прослужат долго.
Ну и естественно при должном обращении, разумеется. Принт на них весьма качественный и яркий. Теперь же рассмотрим картонные треи, карточек и токенов. Первый из них включает два элемента из 4 нужных для ограничительной конструкции строительных блоков, а также 3 карточки с перечислением действий, которые считаются ходом. Каждая карточка на другом языке и при этом с двух сторон. На втором трее мы видим токены вооружений и карточки финальных заданий раундов. Как видите, карточки выдавливаются очень легко. Сделаны они из очень плотного картона, из-за чего они достаточно прочны и не переламываются. Также на трее имеется 4 малых токена опыта, разделенных по цветам игроков. На следующем трее мы опять видим токены с оружием. Причем, если вы обратите внимание, есть токены определенных цветов в количестве 5 штук. Это начальные оружейные токены игроков. У каждого их по 5. Далее идет трей с карточками мобов и 4 фишками игроков, из которых мы узнаем Стива и Алекс, основные скины из официальной компьютерной версии игры Minecraft. Следом идет еще один трей с мобами и пустыми фишками игроков, которые предположительно мы можем сами оформить, как нам игрокам пожелается. Опция, конечно же, приятная, но, как по мне, несколько излишняя в данной настольной игре. Теперь мы видим трей с еще 2 элементами ограждений строительных блоков и еще 2 наборами оружейных токенов игроков и обычными оружейными токенами. Ну а далее мы видим карточки строений, которые мы сможем строить в процессе игры. Как видите, все строения разные и располагаются на разных биомах, что не случайно и в игре имеет значение. Но об этом в следующем ролике. Как видите, таких карточек очень много, и строения там на любой вкус и цвет, что в процессе игры создаст много разнообразия и рандома. А на последнем трее у нас опять мобы и карта бедрока, на которой располагаются строительные блоки в начале игры. Карточек с противниками-мобами тоже очень много, и вам будет чем заняться помимо строительства. Общее количество мобов 20. Один из них затерялся на трее с карточками строений. Карточек же со строениями 44 штуки, что несколько внушает. Ну и собственно сама коробка, в которой лежит все это добро. Она тоже составная. Из вкладыша с принтом в виде досок и внешней картонной коробки. Складываем все это добро обратно и переходим к кубикам материала, или же к блокам. Разложив их по типам, начнем с тех, которых больше всего. Коричневые кубики — это деревянные блоки. Их имеется 16 штук. Далее идут желтые кубы. Это блоки песка. Их у нас 14 штук. Следующими идут серые и зеленые кубы. Они же каменные и изумрудные блоки. И тех по 12 штук. И последними будут черные кубы, или же обсидиановые блоки. Их соответственно 10 штук. В сумме блоков 64. Такой вот набор вы получаете от официального дистрибьютора за сумму 35-40 долларов. Изначально до ознакомления с внутрянкой коробка кажется массивной и капитальной, и ожидания у вас будут соответствующие. И внешняя упаковка выполнена добротно. А вот оправдывает ли ее вместимая цену, которую ей установили официальные дилеры, мы сейчас обсудим в выводах. Пришло время тех самых финальных выводов. Большинство обзорщиков, делавших анбокс-обзор данной настольной игры, озвучивали свое мнение и недовольствие по поводу комплектации данной коробки и по поводу ее несоответствия цене. Основные их доводы в пользу этого звучат так. Первый довод — это то, что односторонний принт на коробке — это дешево. Второй довод — это то, что zip-пакетики, в которые нам предлагают паковать токены и карточки, это дешманское решение. Третий довод — это то, что картон, конечно, классно, хорошо, что он плотный и что эти карточки не жмакаются, но все равно этого мало. Четвертый довод — это то, что кубики — это, конечно, круто, и то, что они из дерева — это тоже классно. Но этого мало на те деньги, которые просят за эту игру. И последний довод, который они озвучивали, как по мне, немножко звучит натянуто, но почему-то для них был очень важен.
это отсутствие в данной коробке, которая в максимальном случае будет стоить $40, пластиковых треев для тех самых токенов и карточек, чтобы их туда складывать, чтобы вот это все разложить. Что тоже, как по мне, немножко странно. Ну да ладно, сейчас мы возьмем и разберем все эти доводы и посмотрим, так ли плохо все на самом деле. Первый контрдовод. Стоимость данной игры, как я уже упоминал ранее, в максимальном случае это $40 с комплектацией, которую я вам показал, пока ее анбоксил. Так вот, после изучения мной рынка настольных игр, я убедился в том, что игры с такого уровня комплектации в среднем стоят около $50-55, а иногда даже $59. Так что в данном случае комплектация в принципе оправдана. И даже я бы сказал, цена низковата. Тот же Катан или Ужасы Аркхема, или Terraforming Mars, или New Frontiers, или Carcassonne, они стоят порядка $65-67 за коробку. И в их комплектации приблизительно то же самое, что в коробке с Minecraft Builders and Biomes. Да, наличие пластикового трея в коробке с игрой и для всей вот этой мелочухи, чтобы ее туда раскладывать, это, конечно, круто. И было бы приятно иметь в данной настолке такой трей. Но люди почему-то не думают о том, что это автоматом бы подняло стоимость данной коробочки на $5-7. А как по мне, пластиковый трей не является решающим фактором, когда вы покупаете настолку для 4 человек, у которой геймплей настолько богат, что в принципе окупает с лихвой эти самые $40. И это я вам говорю не как человек, который пытается оправдать покупку данной игры для себя и для других. Нет, я говорю как человек, который потратил на геймплей порядка 5-6 часов. Это, конечно же, не так много, это всего лишь 5-6 партий. Но тот геймплей и тот уровень разнообразия, который способна обеспечить данная настолочка, он поражает. И на самом деле я не жалею ни единого доллара, который я потратил на эту игру. Плюс никто вас не заставляет покупать данную игру по полной себестоимости, потому что есть куча разных интернет-магазинов, где то и дело проводятся разные акции и распродажи. И, например, у меня получилось вырвать эту игру за $32, что, как по мне, очень даже неплохо, согласитесь. А теперь я озвучу свое мнение по поводу того, стоит ли покупать данную игру тем, кто никогда в жизни не видел, не знает или не играл в компьютерный Майнкрафт. Да, я считаю, что стоит, потому что данная игра, она хоть и связана с вселенной Майнкрафта, но в принципе не очень сильно. Поэтому она более ценна геймплейно, чем тем, что она является частью франшизы Майнкрафт. Так что люди, которые никогда в жизни не были ничем связаны с Майнкрафтом, спокойно смогут в нее сыграть и не будут ощущать никакого дискомфорта. Что же касается истинных фанатов Майнкрафта, как сэндбокса, как крутой и очень интересной франшизы, то для них, само собой, это игра must have. И на этой столь позитивной ноте можно и закругляться. Если вам понравилось данное видео и этот анбокс и обзор, то предлагаю вам перейти вниз под видео, подписаться на мой канал, поставить обязательно лайки и написать в комментариях, хотите ли вы увидеть разбор геймплея и механик данной настольной игры. И на этом, пожалуй, все. С вами был я, Анатолий, вы смотрели канал The Beggar Guardsman. Покеда!